Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим торт «Клубничный соблазн». Воздушный медово-шоколадный бисквит, нежнейший клубничный мусс и ароматное ягодное конфи. Это сочетание, которое покоряет с первого кусочка. Начнем с приготовления бисквита. Рецепт бисквита очень простой, нам даже не понадобится миксер. Тесто готовится очень быстро, поэтому сразу включаем духовку на разогрев. Температура 170 градусов. Яйца соединяем с сахаром и взбиваем венчиком 1-2 минуты. Натуральный мед немного прогреваем в микроволновке, приблизительно до 70 градусов. У меня мед гречишный. Соединяем его с пищевой содой и хорошо перемешиваем, чтобы пошла реакция. Когда появилась пена, добавляем к яично-сахарной смеси и перемешиваем. Подготовим сухие ингредиенты. Соединяем муку с какао и разрыхлителем и через сито добавляем в жидкие ингредиенты. Перемешиваем венчиком до однородности и тесто готово. Я буду выпекать бисквит в форме со съемным дном в виде сердца. Размером 21 на 19 см, высота 7 см. В дальнейшем в этой же форме мы будем собирать торт. Можно заменить на круглую форму 22 см или квадратную 20 на 20. Выливаем тесто в форму и помогаем ему равномерно распределиться. Отправляем в заранее разогретую до 170 градусов духовку. Время выпечки ориентировочно 15-20 минут, в зависимости от вашей духовки. У меня бисквит выпекался 18 минут на режиме вверх-вниз на среднем уровне. Готовый бисквит достаем из духовки и сразу переворачиваем, чтобы он оставался ровным и не опал. В таком виде даем ему полностью остыть, а затем извлекаем из формы и разрезаем на 2 коржа. Накрываем бисквит пленкой и убираем в холодильник ждать своей очереди. Готовим клубничный мусс. Первым делом замачиваем желатин и оставляем для набухания. У меня быстрорастворимый порошковый желатин силой 220 блюм. После набухания желатиновая масса должна стать неподвижной. Клубничное пюре прогреваем в микроволновке до температуры приблизительно 70-80 градусов. И распускаем в нем набухший желатин. Хорошо перемешиваем до полного расхождения желатиновой массы в пюре. И добавляем капельку красного красителя. Перемешиваем и даем основе немного остыть. Соединяем сливки жирностью 33-35% с ванилином и сгущенным молоком. И взбиваем до полувзбитого состояния, до состояния подтаявшего мороженого. И сливки и сгущенка должны быть обязательно хорошо охлаждены. Количество сгущенки можно регулировать по вкусу. И теперь соединяем клубничную основу со взбитыми сливками. Температура основы должна быть приблизительно 40 градусов. Объединяем в несколько приемов и хорошо перемешиваем. И вот такой клубничный мусс получается в результате. Можно приступать к сборке торта. Форму, в которой мы выпекали бисквит, застилаем пищевой пленкой и укладываем первый корж. Если вы любите влажные и пропитанные коржи, то бисквит можно пропитать. Для пропитки можно просто развести сгущенку водой по своему вкусу. Выкладываем половину мусса и разравниваем. Кладем бисквит и распределяем оставшуюся половину клубничного мусса. Убираем собранный торт в холодильник для стабилизации мусса. И когда муссовый слой хорошо схватился, приступаем к приготовлению клубничного конфи. Клубнику можно использовать как свежую, так и замороженную. Часть клубники нарезаем на небольшие кусочки и отставляем пока в сторону ждать своей очереди. Вторую часть клубники превращаем в пюре и процеживаем через сито, чтобы избавиться от косточек. Процеженное клубничное пюре переливаем в ковшик и ставим на плиту. Помешивая, нагреваем до слегка теплого состояния, приблизительно до 40 градусов. Соединяем сахар с пектином и наш и хорошо перемешиваем. И теперь эту смесь добавляем дождиком в слегка теплое пюре, непрерывно перемешивая. Количество сахара в данном рецепте можно регулировать по своему вкусу и исходя из сладости клубники. Если вдруг образовались комочки, которые не расходятся, можно пробить блендером. После закипания увариваем пюре с пектином и сахаром приблизительно 1-2 минуты. И добавляем капельку красного красителя. Затем добавляем ванилин и лимонную кислоту. Перемешиваем и добавляем кусочки клубники. Аккуратно перемешиваем, чтобы не раздавить кусочки, и доводим до кипения. Даем прокипеть несколько секунд и снимаем с плиты. Сразу перекладываем конфи в отдельную емкость и даем остыть.
Чтобы выложить конфи на торт верхним слоем, оно должно быть вот такой консистенции. И оно ни в коем случае не должно быть горячим, приблизительно 40 градусов. Равномерно распределяем и снова убираем в холодильник на стабилизацию. Через пару часов уже можно извлекать торт из формы. И наш торт «Клубничный соблазн» готов. Это настоящая гармония вкуса. Такой тортик станет идеальным угощением для теплого романтического вечера. Или просто способом порадовать тех, кого вы любите. Готовьте с удовольствием и делитесь своими впечатлениями в комментариях. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь, впереди еще много вкусного.